Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим легендарные осетинские пироги. У них тонкое тесто и много-много начинки. У осетинских пирогов своя вековая история и свои традиции. Это главное блюдо на праздничном столе, и пирогов, как правило, должно быть 3, но может быть 5 или 7. Я сегодня готовлю осетинские пироги с картофелем и сыром. Как приготовить тесто для осетинских пирогов и как их испечь, чтобы они остались мягкие и сочные, я вам расскажу в процессе приготовления. Так что досмотрите видео до конца, будет интересно. А пока подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, для дрожжевого теста мне понадобится 500 грамм муки, 200 мл молока, 200 мл воды, 50 грамм сливочного масла, 10 грамм сахара, 7 грамм соли и 5 грамм сухих дрожжей. Смешиваю воду и молоко. Они должны быть теплыми. Можно использовать только воду. Добавляю в смесь сахар, дрожжи и 2 столовые ложки муки из общего количества. Перемешаю и отставлю в сторонку минут на 10-15. Сливочное масло я растопила, теперь его нужно остудить до комнатной температуры. Муку я просеяла, добавляю к ней соль, перемешиваю и вливаю дрожжи с молоком и остывшее сливочное масло. Замешиваю тесто. Традиционно осетинские пироги замешиваются только вручную. Но если хотите, то можете воспользоваться своими кухонными помощниками. Я сегодня буду замешивать тесто вручную. Тесто довольно липкое, но муки больше не добавляйте. Можно немного смазывать руки растительным маслом. Вымешивать тесто нужно минут 10-15. В итоге получилось вот такое нежное тесто. Переложу его на стол и еще немного побью на столе. Смазываю миску растительным маслом и перекладываю тесто. Накрываю пищевой пленкой и оставляю подходить на 1,5 часа. Обычно я ставлю тесто на расстойку в духовку, в которой просто включаю лампочку. Через каждые полчаса тесто нужно обминать. Прошло полчаса, делаем первую обминку. Просто складываю тесто с 4 сторон. И все. Тесто довольно липкое, поэтому руки смазываю растительным маслом. Опять убираю подходить. Прошло еще полчаса. Опять складываю тесто. Снова убираю подходить еще на полчаса. Как раз пришло время приготовить начинку. Для нее мне понадобится 400 грамм картофеля, 400 грамм сыра сулугуни, соль по вкусу и 30 грамм сливочного масла для смазывания готовых пирогов. Картофель нужно отварить.
Сыр натираю на терке. Конечно, в осетинские пироги обычно кладут рассольный сыр, но можно взять сулугуни, брынзу, адыгейский или моцареллу. Тесто подошло. Вот такое воздушное оно получилось. Немного его обминаю. И разделю на 3 равные части. Округляю и оставлю минут на 10, накрыв пленкой. Как раз доделаю начинку. Картошка должна быть горячей. Я слила воду и сразу ее разомну. Пока картофель еще горячий, отправляю к нему натертый сыр и хорошенько все перемешаю. Добавляю по вкусу соль. Если сыр у вас солоноватый, то будьте аккуратны с солью. Начинку тоже делю на 3 части и формирую шарики. Начинки должно быть примерно столько, сколько и теста. Обычно тесто растягивают вручную, но если хотите, воспользуйтесь скалкой. Делаю вот такую лепешку. Кладу в центр начинку и защипываю края по кругу. Хорошо скрепляю, переворачиваю и аккуратно растягиваю от центра к краям, чтобы равномерно распределить начинку. Если выпекать пироги вы будете на пергаменте или боитесь, что у вас не получится перенести их на противень, не повредив, то перед тем, как растягивать, положите их на пергамент, присыпанный мукой. Духовку вместе с противнем разогрейте до максимальной температуры. Затем переверну лепешку и продолжу растягивать. Отщипываю в середине кусочек теста, чтобы выходил воздух. Вот такой пирог получается. Его диаметр примерно 28 сантиметров. Притрушиваю противень мукой и аккуратно переношу пирог. Расправляю. Отправляю в разогретую до 250 градусов духовку на 10 минут. Пеку на конвекции на нижнем уровне. Если вы делаете осетинские пироги первый раз, то контролируйте процесс выпечки, так как все будет зависеть именно от вашей духовки. Выпекаем до золотистого цвета. Пока первый пирог печется, формируем второй. Первый пирог готов. Достаю его и сразу смазываю сливочным маслом. Накрываю каким-нибудь блюдом или тарелкой и еще полотенцем, чтобы он не остыл. Пока второй пирог печется, готовлю третий. Все пироги готовы. Давайте резать. Разрезают осетинские пироги 3 сразу, на 8 частей. Вот такой замечательный пирог получился. Вкусный, нежный, с большим количеством начинки. Вкуснее всего он свежеиспеченный, но даже когда немного остывает, то начинка не застывает и не становится резиновой, потому что сыр перемешан с картошкой. Если вдруг, что маловероятно, у вас осталось немного пирога на следующий день, то просто разогрейте его на сухой горячей сковороде, и он снова будет как только из духовки.
Уверена, что они вам понравятся. Так что готовьте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и, конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.